Было получено такое письмо. Как квартира оказалась коммунальной? Ну так, давайте, если честно, он был в обиде. Кому передавать это наследство? Оно оказалось роковым наследством. Он умер, вы знаете, он умер 30 декабря. Однако, я не понимала до конца и, в общем-то, и до сих пор не поняла вообще, что могло пойти не так, почему. Можно было избежать всей этой истории, на ваш взгляд? Ну, больно все это. От сына все, конечно. Его все любили, честно говоря. Он такой был хороший, когда был в детстве. С вами Наталья Аракчеева и подкаст «Аракчеева решает». Тема сегодняшнего подкаста «Гордиев удел или роковое наследство». Не так давно у себя в телеграм-канале я уже озвучивала этот кейс, и герой этого подкаста у нас в гостях Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна, здрасте. Добрый вечер, Наталья Владимировна. Я очень рада вас видеть. Я вас тоже. Я помню, как мы с вами пережили всю эту вашу историю, и я писала у себя в телеграм-канале, и очень много было неравнодушных людей, которые звонили, которые мне писали, которых она тронула. Чем она, скажем, непроста, да, это отношения внутри семьи. Давайте еще раз вспомним и расскажем, с чем мы столкнулись и как мы все это дело преодолели. И где мы есть сегодня, в какой точке. Ну да, давайте. Да, я еще раз поясню, что у нас вопрос квартирный. Квартира была коммунальная, ну, в семье. И Татьяна Николаевна в один прекрасный день получила уведомление от нотариуса о приоритетном праве покупки комнаты в своей квартире. Было получено такое письмо, которое было... Я была удивлена, конечно, и ошарашена, и просто расстроена А что всем послужило? этим известием. Давайте начнем с того, как квартира оказалась коммунальной. Но это кооперативная квартира, купленная была в свое время моими родителями, которые приехали в Москву с Дальнего Востока. Отец приехал работать, он был летчиком у меня в гражданской авиации, работал во Внуково, его взяли. Тогда брали таких специалистов хорошего класса, высокого. Он был летчик первой категории, пилот первого класса. Не И, знала таких подробностей. да, его взяли на работу, он работал во Внуково и был командиром корабля на Ту-154. Так, и они И купили вот эту они, да, квартиру и тогда московское правительство разрешало покупку кооператива таким людям, которых они брали как специалистов в Москву. И они купили вот эту квартиру трехкомнатную, была приобретена на средства моих родителей. У родителей у вас было двое. Да, я и мой брат. Я была замужем и оставалась на Дальнем Востоке с мужем и с детьми, а брат уже уехал с родителями сюда, в Москву. И они были все прописаны в этой квартире с момента ее покупки. Брат младший. Да. Как эта квартира оказалась коммунальной? В свое время брат, он работал на на РЖД, он занимался грузоперевозками в холодильных установках, вот этих вагоны, холодильники. Рефрижераторы. Да, рефрижератором, депо он работал. Вот. И чтобы встать на очередь ему на квартиру с семьей, он был семейный уже человек, у него была жена и ребенок, вот, он должен иметь малую жилплощадь. Все, понятно. И Да. вы, соответственно, Да, и наш выдвинули. кооператив тогда имел право разделить эту квартиру, как бы на части, на доли. Но ему нужна была малая площадь, чтобы он имел право встать на улучшение своих жилищных условий со своей семьей. И поэтому он взял эту комнату 10,4 квадратных метра себе в Комната в собственность. трехкомнатной Да, квартире. и поэтому она оказалась у нас как бы коммунальной. Но не оказалась, она стала коммунальной. Да, То стала. есть это не значит о том, что у вас какие-то были разногласия в семье, просто Нет, там де нет, юра нет. так было удобно, Да, и поэтому вы эту квартиру да. разделили. Мы с пониманием отнеслись, и я, и брат, и мама тоже, что и да, ему нужно улучшить условия, перевести семью в Москву и получить жилье, потому что
Ну, каждый нормальный человек хочет жить отдельно, своей семьей и квартирой, как говорится, своим домом, Нормальное желание, конечно. абсолютно. Поэтому никаких у нас ни сомнений, ничего не вызывало. Мы все подписали документы, наша ЖСК пошло навстречу, и на общем собрании было вот разделение лицевого счета. Тогда еще это приветствовалось, и можно было это сделать. У нас есть основной документ был, и все разделили это. Хорошо. Брат был женат, у него была Да. своя семья. Каким Мгм. образом эта комната отошла потом по наследству вашему сыну? Ну, у него потом в семье произошел разлад. Семья у него не проживала в Москве. Она проживала в Воронежской области в частном доме на территории его жены. Мгм. Она проживала там. Он просто хотел улучшить жилищные условия и перевести семью в Москву. Вот. И они, конечно, не жили в этой квартире. И он приезжал только наездами из командировок, когда был как бы То проездом. есть вы, по сути-то, ее использовали и жили в Да, этой да, квартире, то есть да. вы не разделяли. По сути, это Да, была ваша квартира. и он никаких претензий не имел, все было нормально, и отношения были хорошие. Он приезжал, несколько дней, как говорится, проживал в этой квартире, какие-то дела свои делал по работе и уезжал туда, к своей семье, в Воронежскую область. Такая вот обстановка у нас была. Но потом со временем он с женой разошелся, вот, дочь у него выросла, вышла замуж. Но он уже с работы ушел, потому что он, ну, уже болел, возраст такой, и работа такая была тяжелая, непростая. И вот он разошелся, ну и приехал, она ему предложила вроде как съехать с ее жилплощади. И он Ага. был вынужден приехать. Ну, Ну, обычная да, житейская да, проблема, приехал да. в эту комнату и занял по праву наследства. Ну, как по праву, Вот занял свою да, жилплощадь. занял свою же площадь. И тоже никаких То не есть вы, было препятствий как там или что-то, ни скандалов. Все это было мирно, все это было по-человечески сделано. И сколько вы, ну, как бы вместе вот потом уже, ну, как бы жили? Сколько времени прошло? Ой, Наталья Владимировна, я уже не помню. Ну, год, Ну, 2, лет 5, 10, 10. наверное, точно. Понятно. Лет 10 точно он уже жил. Я так понимаю, что, ваш брат разошелся с, своей семьей и, по Мгм. сути, уже контакта больше не поддерживал, и его семья — это ваша семья. Да. Ну, дочь не интересовалась, хотя он пытался, и он любил, конечно, свою дочь свою, и пытался какие-то отношения. Ну, и сколько вот мы с ним и разговаривали, что ни на какие контакты они выходить не хотели. Ну, жена, я так поняла, что свою жизнь там устраивала, ей было. Если она была инициатором развода, ей вообще было не до него. Ну, Это понятно. понятно. А дочь тоже вышла замуж, и довольно-таки удачно, по его словам, была. И она уехала с мужем, у них тоже свой дом был и так далее. То есть ей было уже неинтересно, и не до отца было. Но он, вы знаете как, работа такая у него была, он был наездами, он там проживал, приезжал с командировки там на месяц-два, а потом уезжал по несколько месяцев, он вот на этих вот рефрижераторах ездил. Мгм. Поэтому она его особо и не знала. Хоть он, конечно, и любил ее, и внимание там, но в основном деньги, доход, все, материальное благо, что они имели от него. В общем, когда Вот. время пришло по возрасту, он Да, осел у вас, да. в вашей совместной квартире, и, Мгм. собственно, вы вместе проживали. Да. Я так понимаю, это и явилось причиной того, что возник потом вопрос, кому передавать это наследство. Ну да, он уже потом, когда сильно болел, у него был сахарный диабет, он уже на инсулине находился, и ноги плохо, как говорится, работали. Мгм. И он, конечно, задумался о наследстве. Но вот он предложил моей дочери. Почему он вам, ну вот вроде бы ну, родная кровь, вместе росли. Ну так, давайте, если честно, он был в обиде, что я приехала с детьми, когда развелась с мужем, и вроде как заняла эту квартиру, хотя он имел свои виды на нее. Он думал, что когда родителей не станет, а дойдут они в мир иной, Мгм. то это жилье просто останется ему. А тут вроде как я Ну, появилась с ну детьми. как понять появилось? Наверное, это было Ну, решение все-таки родителей, а не... ну, я сама, в принципе, конечно. Но, конечно, решение было родителей. Я, конечно, обратилась к ним за помощью, что вот не сложилась у меня семейная жизнь, и все-таки с тремя детьми. И, ну, родители приняли решение вот помочь мне, взяли, как говорится, меня к себе.
Я вот приехала. И, конечно, все его планы, по сути дела, нарушились. Порушила. Да, но хотя он, конечно, ничего не выказывал, никакого там недовольства и всё, но в конечном итоге он все-таки эту комнату не решил оставить мне, не решился. Никак. Но зато он любил мою дочь, очень относился к ней тепло и с любовью, и хотел оставить ей, предложил в наследство, когда уже, ну, чувствовал, что уже и силы уходят, и все равно нужно оставлять вроде как, раз она за ним числится. Вот, никаким сторонним, как говорится, людям он не хотел ее оставлять. Но, дочь моя отказалась, на Да, тот Оксана мне момент. рассказывала о том, что у Она нее были очень теплые отношения с дядей, да. и Но он что... ее очень любил, он и уважал ее, и любил. Ну, она у нас такая очень активная, деятельная, с юмором. Знаю Оксану, Она свое отдаст, ну но да, чужого не она не возьмет. меркантильный человек, Абсолютно, она подтверждаю. добрый, Оксан, очень отзывчивый, подтверждаю. так что да, и всегда поможет. Вот, и ничего за это, как говорится, не просит. Было принято решение вот эту наследство, комнату оставить младшему сыну, Да, Сергею. да, Понятно. Ну, в принципе, ничего такого нет. Рано или поздно мы все принимаем конечно. или будем принимать решения. Ну, Да-да-да. такова жизнь. Но Ну, это вот. Дети есть нормально, дети. да. Вот. Но оно оказалось роковым наследством. То есть получается так, что оно сыграло злую шутку. Ну, со мной, да. По отношению меня, да. Как думаете, почему так произошло, что сын принял решение продавать комнату и ставить ультиматум вам, чтобы вы покупали? Он же знает о том, что вы не работаете, ну, в своем уже возрасте, да, уже отработали, что нет никаких накоплений, и по сути вы не можете, ну, то есть не смогли бы купить у него эту комнату. Ну и потом, как так, мать, которая тебя вырастила, а, ну вот, если честно, для меня это был шок. Я не понимала до конца и, в общем-то, и до сих пор не поняла вообще, что могло пойти не так, почему. То есть кто был вообще инициатором всей этой идеи, что они плохо жили, не зарабатывали, у них это было единственное, как бы, не знаю, выход из ситуации, что было не так. Вы жили всей семьей, все вместе? Да. Но со мной уже дочери не жили, потому что у них были свои семьи, свой дом у одной и у другой дочери. А сын, когда женился, он привел свою даму сердца к нам. Ну, Но нормально. он, в принципе, все было по-хорошему. Он пришел, говорит, мам, вот так и так, я вот хочу жениться. Ну вот Лена-то. Но Лена, конечно, повела себе. Я, конечно, не обратила на это внимания, но не очень она как-то. Я даже не могу назвать ее поведение, какими словами выразить ее поведение. Как-то она сторонилась, вы знаете, все избегала, никак ко мне не обращалась, и все это молча как-то утром уходила, все это тайком, вот это вот. То есть коммуникации у вас, по Хотя я сути, не отнеслась было. к ней нормально. Конечно, ради сына я согласилась. Думаю, да, ему нужно свою устроить жизнь. Он уже молодой человек, конечно, и все. Ну и он, тем более, он, как говорится, ну, если честно, такой он, у него, чтобы такой большой выбор девушек, конечно, не был. И поэтому, когда у него сложились вот эти отношения с этой девушкой, ну, я, конечно, за сына. Нет, Может ну быть, а это кто? судьба Ну, его вы за была, сына, я за дочь. поэтому У нас какие есть нормально. варианты? Это их жизнь, а не наша Да, я жизнь. хотела просто пойти навстречу, никаких палок, как говорится, в колеса не ставить, никаких препятствий. Я думала, что как-то все это оценится, понимаете, вот это доброе отношение, вот, и что мы ее приняли, и что относилась я к ней очень хорошо, и какую-то помощь мы уже оказывали, там, что-то там, то покупала им то, ну, помочь молодой А семье. как И, да. вот вы жили? У вас, по сути, была коммунальная квартира, и вы уже на тот момент оказались с сыном в коммунальной квартире. Сын со своей супругой жил вот в этой маленькой комнате, а вы Нет, нет. как было? Но он женился, когда еще Валера был жив же, Так. брат.
И он занимал комнату, сейчас вам скажу, 12,4, 12,8 квадратных метров, которая с балконом была. В Все, большой комнате все, мы жили с мужем, да. вот в маленькой комнате жил брат, а Мгм. они занимали вот эту комнату. Понятно. Да, А потом брат Валера умирает. да, А, да. значит, оставил там завещание, да, или дарственную что на Сергея по этой И вы комнате? знаете, я эту бумагу, если честно, не видела. Как Оксана мне сказала, что это была дарственная, но с правом проживания, ну, до С его пожизненным, кончины, да, да, с да. пожизненным проживанием. Но мы-то Вот. видели эту бумагу. Я не видела эту бумагу. Мы ее видели, Понятно. потому что мы занимались этой квартирой. Вот, я эту бумагу не видела и в руках ее не держала. Когда брат умер, вот эта комната, кто в нее заселился? Он умер, вы знаете, он умер 30 декабря. Однако. Да. И 31 декабря мы когда собрались, ну, и отметить вроде, ну, и похороны были назначены на 2 число, потому что тут праздники, вот это все. Мгм. И мы 31 собрались, ну, вроде как и помянуть человека, ну, и просто и Новый год просто посидеть. И мне еще муж говорит: давай отдадим ребятам большую комнату. Ну что они, у них уже ребенок был, Дашенька. Ну что они в этой комнате, неудобно. Там одна кровать только полкомнаты занимала и шкаф. И у ребенка там вообще места не было. Она играла там на пятачке. Ну да, она небольшая комната. Да. Я говорю, ну давай. Но мы когда стали разговаривать, а еще Лена нам говорит, Татьяна Николаевна, ну давайте так сделаем. Я говорю, ну мы с мужем посовещались, говорю, слушай, мы в 10-метровке можем жить, у них молодая семья. Конечно, им, как говорится, зеленый свет. И мы решили так, как бы на совете таком, знаете, негласном, вот что мы отдаем им большую комнату, вот эту 20 метров, они там будут жить. Вот эта комната, в которой они жили, она будет вроде как общая для всех. С балконом. Да. А в 10-метровку переедем с мужем мы и будем там жить. Ну, вам же хорошо было. Это же было ваше решение. Вас же Да, туда никто нас не запихивал. нет, нет, мы с мужем, и мне главное, что и муж поддержал в этом плане. М, Он никогда не против не был этого Это решения. второй, это не родной отец Нет, Сергея, это не и родной. Оксаны, и Юля. Нет, нет, да. Ну, тоже такое, в общем-то, Вот. предложение было. Не всегда. И муж, главное, меня поддерживал, понимаете, он даже против слова не сказал. Мгм. И мы просто ради семьи, он говорит, Тань, ну, конечно, они ребята молодые, и ребенок растет, и, конечно, им нужен просто, ну, это нормально вообще. Но мы думали, что все это, но мы не думали, что это все оценится. Это я сейчас такие слова говорю, что должно вроде было оцениться бы как бы. М. Но Мы потом в этого конце не с вами произошло. на эту тему поговорим, кто кому должен, кто кому не Ну, должен. понятно, уже ничего не должны никому. Хорошо, у них родился ребенок. Да, Я знаю о том, что вы работали в детском садике, да? да, В воспитателем, воспитательном детском садике. да, И в какой-то момент вы ушли с работы. да. Они меня просили даже об этом, потому что, чтобы уже когда, ну, Даша была, но она еще маленькая была, и когда Лена хотела устроиться на работу, и знали, что у нее есть маленький ребенок, у нее сразу спрашивали, у вас есть кому сидеть, если Мгм. ребенок будет болеть? Если таких условий у вас нет, ее не принимали на работу нигде. И поэтому они и просили меня, это было честно, просили меня, чтобы я ушла. Но я работала до 64 лет Мгм. на пенсии. То есть после пенсии я еще работала 9 лет. Однако. Вот. Я в 55 должна на пенсию была уйти, но я еще 9 лет отработала в детском саду. Вот. И они просто меня просили. Просили, еще такой, значит, был. Сколько ты будешь с нас брать за то, что ты будешь с Дашей сидеть? Ну, это такой Что вы момент. им ответили? Я говорю, нисколько. Я говорю, ребят, платите за квартиру просто, потому что я уйду на пенсию, муж тоже уйдет на пенсию. И все, оплата за квартиру. Вот Ну, полностью они просто бы что... коммунальные Да, платежи. коммунальные услуги, они берут на себя оплату. Больше ничего. Ну, так вы порешили. Да, они согласились. Что пошло не так? Все было по обоюдному Да, согласию. все было по Вы ушли обоюдному с работы, воспитывали Да, любимую внучку. да, Ребята жили в двух комнатах. да. Вы с супругом вместе в маленькой комнате. Где пробежала черная кошка?
Как вот вы думаете, что вообще пошло не так? Можно было избежать этой всей этой истории, на ваш взгляд? Ну, во-первых, ну, такая причина была, что у меня сын все-таки не очень был доволен тем, что я вышла второй раз замуж. Это одна из причин. Ну, так, если честно. Вот. У них конфликт был? Ну, не понравился Сколько он. было, лет Сергею, когда вы развелись с его отцом? Когда я развелась с его отцом, был год ему. То есть он прям он, по сути, своего отца и не знал? Нет, нет, не знал. Не знал. Нет, нет, нет. Вот ему год исполнилось, мы разошлись, и я уехала к родителям с детьми. А вот, замуж, А сейчас замуж я вышла, когда Сереже уже было 14 лет. то есть вы, по сути, его воспитывали одна, Да. и потом, когда он уже, был, таким в Ну, переходном возрасте, Да, да, да. да, вы вышли второй раз замуж. Да. Ну, наверное, ему не понравилось, он просто не Не принял, принял он. Нет. ну, отношения, как это, отцов и детей — это Ну такая да. И вот тема. с этого момента оно, знаете, стало, ну, вот это недовольство. Ну, сначала он как-то себя сдерживал, и он, честно говоря, и жалел меня там, и относился вроде как с пониманием. А потом, в общем, начались вот эти конфликты, когда он женился. Вот эта женщина молодая, которая вошла в нашу семью, как Ну, говорится. сноха ваша. Да, сноха. Ну, вот с нее, в принципе, все и началось. Вот этот вот маленький снежный ком стал обрастать в огромный, который потом придавил нас всех, по сути дела, и привел вот к такому печальному концу нашей семьи, к разрушению Но у них всему. возникла какая-то потребность в деньгах? Что? У них они потеряли работу, Нет, а, такого не было. Работали они. Она работала, ну, то есть устроилась на работу, мы помогали во всем. Ну, я имею в виду сидеть вот с Дашей. И когда и в садик она ходила, и сидела я, когда она болела, и по поликлиникам, и потом и в школу пошла, мы водили ее, и с уроками занимать. Ну, в общем, в полном объеме помощь, как дедушке и бабушке была, когда родители работают. И тем более мы жили вместе, было очень удобно. Они, если задержишься, всегда звонил Сергей, мы задерживаемся, мам, с Дашей посидишь, ты не волнуйся. Я говорю, конечно, какие вопросы. То есть за ребенком был полный уход. ну, понятно. Когда они дома, они, конечно, сами занимались ребенком. Вот. Но если куда-то отъезжали, и никогда мы ни отказа не получали с нашей стороны. Всегда мы соглашались посидеть с девочкой, погулять и так далее. Ну, то есть вот, ситуация, когда Сергей, как-то вот этот нарыв, вскрылся, что у вас просто пошел конфликт в отношениях? Что было не так? Вы знаете, я до сих пор понять не могу. Во-первых, мы им помогли, когда они брали ипотеку на свою квартиру трехкомнатную в Новых Ватутинках. Так. Вот, он мне позвонил на дачу и говорит: «Мам, вы не можете нам дать денег? Ну, какие накопления у вас Мгм. имеются, чтобы помочь нам вот на первый взнос?» Они там, конечно, деньги скопили, какие смогли, но не смогли, какие нужно было, им не хватало. Мы с мужем приехали на следующий день, мы сняли все деньги, какие у нас были. Ну, они пусть небольшие, но они были. Ну, помогли. И мы им отдали. Без всякой расписки, без всяких условий. Отдали и все. Мы с тем расчетом, что ребята съедут, мы останемся в этой квартире, будем спокойно, как говорится, доживать. А вы проговаривали это вслух о том, что вот они сейчас купят квартиру, и они вас оставят, и вы будете жить одни? Ну, это вроде как было естественно. Ну, это вы так думали. Да, да. Но это не проговаривалось. Нет, вы знаете, оно проговаривалось до этого еще, что я говорю: Сереж, ну вы съедете, получите это жилье, вот купите сейчас жилье, да, а эта квартира останется вам, потому что Юля сказала, мне ничего не нужно из этой части. И никакую часть из этой квартиры трехкомнатной мне не надо, у меня есть, у Юли есть квартира трехкомнатная. Мы ей отдали однокомнатную в свое время. Так, ну хорошо, у Вот, вас она еще свою помимо долю Юли вроде еще как... Оксана была? Оксана сказала, мне тоже не надо Ну, то есть вы ничего. Сергею, по сути, пообещали эту Да, квартиру? да, мы Ну, так а и... как так получилось? Вы ему пообещали, а потом не дали или как? Почему я даже завещание на него писала? Так, Что? а что тогда не так, не совсем, где это завещание? Вы его потом отозвали, Да, завещание? отозвала. Пошел какой-то конфликт? Да. На фоне чего?
Вы знаете, я до сих пор не могу понять причину. После того, как они, значит, взяли эту ипотеку, значит, и вступили, заплатили вот за нулевой цикл этой квартиры и ждали. Нужно было ждать 2 года. 2 года, чтобы построили этот дом и так далее, и так далее. И странным образом, после того, как ну, мы еще думали, муж тоже никогда против не был, чтобы мы там помогли и все. Я говорю, Саша, говорю, знаешь, конечно, надо ребятам помочь. Во-первых, разъедемся. И у них будет свое жилье. А в конечном итоге нас не будет, и останется им квартира. У него 2 детей. Вот так был разговор. И такие думы у нас были, по сути дела, и планы. Мы вообще не предполагали, Кто что передумал? Сережа передумал потом. Ну что, он отказался от, квартиры, которую вы ему пообещали? Ну, немножко странно. Они себя повели, в общем, недолжным образом, по сути дела. Стали происходить такие, как говорится, столкновения, особенно с Леной со стороны невестки. Какие-то скандалы участились, ежемесячные. Вот это какое-то недовольство. И он, главное, ее стал во всем поддерживать. Какие-то оскорбления начались. Ну, в общем, такие вот эти, особенно на территории, что вот на кухню не заходить. И, в общем, такие вот То есть, мелкие. стала происходить дележка территории. Да, вы знаете, просто и стали создавать такую невыносимую обстановку, что мы уже в апреле собирались и уезжали на дачу на все лето и до сентября, чтобы только Не уже касаться. не касаться, чтобы отдохнуть и от них, и вроде как они от нас отдохнут. Хотя мы особо их ничем не одолевали так, своим присутствием. То есть, по сути, конфликт, по большому счету, на ровном месте. Да, я считаю, что на ровном месте. В общем, началось полное как бы нас выживание, понимаете? То есть их устраивало, то, что вы жили на даче, и, Да. лучше бы вы там жили круглогодично, Ну и да, да. тогда И бы не возвращались бы. и не возвращались. Да. Но И уже потому что Даша выросла, она уже не нуждалась в нашей помощи. Она уже более самостоятельная была девочка. Она уже со школы сама приходила, уже в 4 классе. Ей разрешили самой домой возвращаться. Школа недалеко была от дома. то И есть, поэтому в в наших вас уже не услугах, не да, в наших нуждались. услугах они уже не Но у вас же нуждались. был договор о том, что вы сидите с М. ребенком, занимаетесь с вашей внучкой, а ребята платят за квартиру. Вы знаете, договор был. Это вот без обмана. И я нисколько это, говорится, не сочинила. А потом мне сын сказал, что такого договора не было. Это ты выдумала. То есть иди плати за свои 2 комнаты, а я буду платить за Да. свою одну Нет. комнату. Мы сначала платили, значит, так. Значит, 2 на 5 человек я делила. Уже потом уже Мгм. началось, когда вот эти разногласия. Он говорит, я больше платить не буду полностью за квартиру. Мгм. Вот. Я говорю, хорошо, он будем пополам. Я говорю, пополам мы не будем. Вас 3. Вы пользуетесь всеми услугами, и водой, и так далее, и так далее. Почему я должна платить за вас? Нет, вы вдвоем работаете, мы вдвоем пенсионеры. Мы свое отдали, что могли. Вот. И я говорю, нет, 2/5 мы платим с мужем, а 3/5, значит, вы платите. Ну, вроде бы да. И было такое дело, значит, он делал расчет полный, потому что он платил квартирные услуги эти ЖКХ, через онлайн все оплачивал, все квитанции на компьютере. Вот. А я ему просто отдавал наличными деньгами, сколько там. Он все рассчитывал на 5, и потом вот какую часть мы должны были оплатить, я ему эти деньги отдавала наличными. Я еще в свое время так смехом говорю: «Ну, ты хоть бы расписку написал, что я тебе деньги отдаю». Он: «Никаких расписок я писать не буду». А потом оказалось, что оказательно нужно было брать эти расписки, вы понимаете? Когда уже дело дошло очень до такого конфликта очень большого, именно связано с оплатой ЖКХ. А потом, значит, смотрю, он не платит. Я говорю: Сереж, ты оплатил квитанции? Это вот последний такой был скандал крупный. Они пришли с магазина, тут уже, знаете, не знаешь, как подойти к ним. Ну что с такой ненавистью все это смотрелось в твою сторону. Я говорю, ты оплатил эти Коммунальные платежи. квитанции, да. Я говорю, сколько мы должны отдать? Он, а я больше не буду платить. Я говорю, почему? А я не хочу. Я буду платить только за свою комнату.
То А есть за ты уже комнату он платил там 1200. А все остальное, значит, свет и это все я должна была оплачивать. И ну, воду в понятно. полностью, и все. То есть получилось, что мы оплачивали все с мужем. Он сказал: "Я не буду платить". Не В хочу. общем, самая банальная бытовуха. Понимаете? То есть это уже вот самый высший такой, высшая точка конфликта была. Вот началось вот именно с этого потом Ну, все. как вы думаете, можно было это избежать? Ну, так, вы же Ну вот вы он, ходя приезжал как к Оксане и рассказывал совсем другую историю вроде того, что я был на нерве, вот она тут подошла, а мы тут с магазина пришли, она тут со своими квитанциями. Он даже не называет меня мамой, он она. На чем еще можно говорить? понятно. И вы А приняли Елена, решение. она вообще ко мне никак не относится, как к пустому месту. Вы знаете, вообще. И вот наступил тот роковой день, когда вы в почтовом ящике обнаружите у себя уведомление от нотариуса о приоритетной право покупки этой комнаты. Да. То есть, видимо, вот этот конфликт вызрел. Мгм. Внутри семьи Сергея было принято решение о том, что все, нужно от нее избавляться. Когда вы увидели это письмо, какие у вас были мысли и вообще вы поняли, о чем идет речь? Конечно, я поняла. Я скажу, почему, Наталья Владимировна. Во-первых, когда, например, происходили скандалы, которые устраивала, в основном инициатором была Лена. Это вот без обмана. Я человек не скандальный. Я, конечно, могу ну, ответить и так далее. Но чтобы вот так завести скандала, ну что он ни к чему, можно же всегда договориться. Вот эта тема о продаже комнаты, она стала звучать не один раз после очередного скандала. А ты знаешь, что мы эту комнату продадим, и мы подселим таких, что которыми вам жизнь покажется. Что они хотели этим сказать или Что доказать? они хотели этим сказать? Они хотели этим сказать, что они уже... Я так думаю, что они уже в плане это держали, продажу этой комнаты. Им нужны были деньги. Но и даже не сколько ему, сколько ей. Эти деньги им сильно как-то спасли их ситуацию? Не знаю я. Вот он получил их, спасли они ситуацию. Но ведь у него Или не могу накануне вам сказать. стояла вся квартира, да, не сегодня, Ну, да, не завтра, ну, в какой-то, наверное, мне вот поэтому перспективе. тоже очень даже непонятно, почему так. Хотя девчонки, дочери мои, они вообще никаких притязаний к разделу этой квартиры, чтобы ее раздербанить, не имели. Они так и хотели, чтобы она досталась одному из них. Но это Сереже, потому что у Юли была квартира, у Оксаны сейчас тоже есть свое жилье, ну, хорошее. И тем более, говорю, они к Сергею очень хорошо относились, обе сестры. И старшая моя дочь Юля, а Оксана так вообще его любила. Но я Вот. была на сделке с вашим Вот. Сергеем. Я вот только его знаю по разговорам и на сделке. У меня не сложилось впечатление о нем, что он какой-то неадекватный, что он какой-то невоспитанный. Может быть, он, конечно, себя держал, вот, ну, как бы на сделке. Ну, то есть ну, у меня нет какого-то такого плохого послевкусия о контакте с Сергеем. Да, я знаю. Он с людьми очень умеет разговаривать. И он держит себя в руках. И он очень вежливый, и очень внимательный, и с шутками может. Поэтому я вполне с вами согласна, что впечатление он оставляет. А может быть, он в душе и хороший человек сейчас. И был, может быть. Как вы приняли решение, что вам надо действовать? Они 20 декабря... Нет, мы приехали с дачи 2 года год назад, да, в сентябре. И после этого письма мы с Оксаной встретились, и она говорит: "Мам, ты не волнуйся, я с Сергеем разговаривала. Он вроде как, ну, в сердцах это сделал. Мгм. Вроде он ничего продавать не будет". И я ей, когда с ней показала это письмо, она сначала не поверила, вроде как, ну, вроде как шутка. Она не поняла, например, что это официальное письмо от нотариуса было. Мгм. А Уведомление о я-то, приоритетном праве да, а покупки. я-то, конечно, поняла, что это серьезно. То есть я хочу пояснить еще раз для наших зрителей о том, что если квартира коммунальная или она в долях, то у нас по закону есть приоритетное право покупки. То есть прежде чем выставлять там долю или квартиру или комнату на продажу, то необходимо предложить своему, соответственно, соседу.
Вот. И это делается официальным уведомлением через нотариуса. И вот такое уведомление Татьяна Николаевна получила Да-да. о покупке этой И комнаты. я это знала, что есть такое приоритетное решение вопроса этого, и Ну что он хорошо. предложил мне Оксана в первую сказала, очередь. что там мам, нет, Да, это все она шутки. да-да. Когда вот эта Он грань, сказал где между на шуткой. нерве, он сказал, что это. Ну, все было нормально, и, как говорится. Потом все это вроде затихло, и разговор о продаже как бы прекратился, и разговоры все прекратились. Мы просто уехали с мужем на дачу жить, и мы больше не виделись. Потом я ей звонила, говорю: "Оксан, ты мне скажи, какой вопрос у них квартирный вообще? Строится квартира или заморожена у них новостройка? Как дальше жить нам дальше вообще будет при такой конфликтной ситуации?" Она говорит: "Нет, нет, они должны вот-вот получить Ключи от ключи от квартиры. квартиры". То есть они вот уже на низком старте ждут получения ключей. Потом она сказала, что они сняли жилье, чтобы Дашу перевести там в школу, чтобы ее приняли. И они уже уехали. То есть они в июле или в августе они уже уехали вот, жить туда год назад еще. Ну, вот прошедший август, Я который был. поняла. Вот Ну, они уже жили 23-й там. год. Да-да-да, 23-й год. Но она сказала, только Сергей вот оставил мебель и вещи все в этих двух комнатах, они заставлены были, потому что пока не дождутся ключей от квартиры, куда они уже в свою переедут, чтобы не перевозить дважды с одной. Ну, логично. Да, я говорю, ну, конечно, пусть оставляет, ну, какой разговор. И вот он 20 декабря он вывез все из квартиры. Ну, свое, все свои вещи, мебель, там, все, они уже получили ключи. И вот он 20 декабря вывез всю, 23-го года. да, 20, всю свою, как говорится, недвижимость, все свои Движимое имущество. движимое имущество перевез. Вот. И 20 декабря он все освободил, эти две комнаты. Ну и мы тогда приняли решение занять свои комнаты, короче говоря, с мужем и освободить ему эту комнату 10-метровую, потому что это его все-таки. Он ее закрыл, Ой, ну как закрыл? Да, он потом, когда мы освободили, он ее приехал, закрыл. то есть он поставил замок в Нет, дверь. ну как такового не было, там, ну такой на ручке ставится, я не знаю, как он, замок такой, но не на ключах, просто закрывается и все. Ну, хорошо. В общем, вы поняли, что на тот момент, что ситуация уже необратима, и вместе вам ужиться в этой квартире будет невозможно, и что если вы сейчас не предпримете каких-либо телодвижений, то у вас в квартире могут оказаться быть чужие люди. Да. Ну, мы Кто-то сначала приходил уже Мы смотреть мы сна квартиру, нет, риэлтор какой-нибудь нет, не приходил? было такого. Мы сначала как-то успокоились, вроде все, потому что он еще пришел, когда уезжал, вот 20 декабря, он зашел в комнату и говорит: "Мам, нам нужно с тобой поговорить, потому что ты все таки же моя мать, надо как-то решить этот вопрос, ну, и есть о чем поговорить". Я говорю: "Да, давай, конечно, хорошо, поговорим. Я готова к разговору". М. Вот такой был вывод. И потом он приезжает в конце января. Заходит в комнату, я сидела как раз. Заходит и говорит: "У меня к тебе 3 предложения". Ни здрасте, ни до свидания, как говорится, ничего, никакого обращения, что мама там, это нет. "У меня к тебе 3, значит, 3 предложения". 3 предложения. Я говорю: "Какие?" "Или мы продаем полностью квартиру, или или ты выкупаешь у меня комнату". Первое предложение, Вот. Или мы продаем квартиру и делим ее. второе предложение. Ну, все, по-моему. Ну, а третье, я продаю кому-то комнату. Да-да, если ты не согласна ни на то я продаю. Вот это треть, да, все верно, Наталья Понятно. Владимировна. Я продаю С- тому, кому захочу, Понятно. кто То у меня есть купит. это и явилось, по сути, катализатором всей вот этой истории. Да, Ну, даже не истории, а как уже результатом да, прошлого жизненного совместного проживание, да. проживания, как финал Ну, всей этой получился, истории. да, как финал. Я сразу позвонила дочери Оксане. Я говорю: "Оксан, вот так и так. Приехал Сергей и озвучил мне 3 предложения, вот которые мы сейчас произнесли Да. с вами. Вот, что делать, я не знаю". Она тоже была в шоке.
И через полчаса он мне, говорит, звонит. Это уже потом Оксана мне Мгм. перезванивала и сказал, что я приезжал к матери и все ей озвучил. Ну и озвучил все вот эти 3 предложения, которые я сейчас произнесла. Но я знаю, что вы все собирались вместе, все дети, трое и вы, и, был заход на то, чтобы все таки услышать друг друга и Но он договориться. сам предложил. Вы знаете, Сергей пошел на это. Он говорит: "Давайте все соберемся и поговорим". Чтобы была, значит, мама, и старшая сестра Юля приехала, ну и Оксана. Мы собирались у Оксаны, потому что она болела и не Мгм. могла приехать ко мне. И мы приезжали к Оксане. Ну и он приехал. Приехал, но он уже был в другом настроении. На взводе, Да, да? интонации совсем другие были, с которыми он разговаривал. Вы знаете, м, он даже и разговор-то не начал. Он сел, руки сложил, скрестил на груди и говорит: "Ну, я вас слушаю". То есть он сделал предложение, но слушает Вы вас. понимаете, мы все сели и сидели и вот так и смотрели, и даже не знали, с чего вообще начать. "А что ты, говорит, нас слушаешь?" Ну, он сказал так: "Значит так, когда я, значит, с вами посоветовалась, Наталья Владимировна, вы тогда еще предложили, пусть он отпишет вашу комнату на меня, чтобы квартира полностью принадлежала мне, что мы ее продаем, ну и делим в Мгм. долевых частях потом, после Мгм. продажи, чтобы было вроде как честно так". Вот, и когда я ему это озвучила, я говорю: "Вот так и так, давай вот так сделаем, что квартира будет полностью принадлежать мне, мы ее продаем, общую, как бы общую квартиру, не частями, а как общая квартира, и делим, ну, по долям, как там получится, за сколько мы ее продадим". Он сидел, слушал, он говорит: "Нет, я не согласен. Вот эта комната - это моя, а вот эти 2 комнаты, я еще с этих 2 комнат хочу получить часть денег". Ну, Татьяна Николаевна, смотрите, по логике вещей, М. ему обещали всю эту квартиру. Да, обещали. Вот. А потом вдруг у него эту мечту отобрали. Никто у него не отбирал, он сам ее отобрал у себя, по-моему. Квартирный вопрос испортил людей. Он сам все это сделал. Они вдвоем со своей женой все это сделали своими руками. Хотя, говорю, мои дочери не претендовали на эту квартиру, вы понимаете? Она бы досталась ему. То есть я правильно понимаю, что, по сути, вас задела вот эта вся эта несправедливость, по отношению там к вам, к вашему супругу, Да. и что, по сути, вас при жизни хотели, свести. Но вы э, знаете, было очень много поступков негативных. Я не хочу просто их озвучивать, Мгм. потому что, ну, и ни к чему это все. Но не просто так вот это все произошло. И они просто своим поведением просто безобразом, если можно так честно сказать, доказывали это все. А его отношение ко мне, он вообще последнее время, я не знаю, это год, наверное, а то и полтора, он вообще никак ко мне не обращался. Просто по-хамски. Он, сейчас появился на вашем горизонте? Нет. Да, сделка была на самом деле сложная, и, ну, там, несмотря на то, что у меня нет такого там какого-то такого негативного послевкусия Ну да. конкретно после сделки, но когда мы готовились к сделке, мне волей-неволей приходилось вести там какой-то маломальский диалог с Сергеем, это, Мгм. конечно, было очень резко с его стороны, вот, потому что ну, там, на там, любой мой вопрос по существу он обрезался: "А вы кто? А вы кто? А я с вами не разговариваю. А вы кто?" Конечно, это, ну, было такое неуважение, вот, и чувствовалось, что, конечно, он что-то конкретно хотел как бы многого. Вот, с его стороны тоже был риэлтор. Как бы, ну, мы вытянули эту сделку, мы, слава богу, продали, вашу квартиру. Да. Купили у него комнату, потом продали всю эту квартиру и купили вам, м, однокомнатную квартиру. Да. Ну, вы сейчас счастливы?
Мне только не заплакать. Почему? Ну, конечно, Наталья Владимировна, мы счастливы. Вот я этот честно счастлива, потому что, во-первых, мне не верится, что мы живем вдвоем, что никто в спину ничего не говорит, никто не захлопывает за тобой дверь, никто, как говорится, не смотрит на тебя злыми глазами, если ты не так вилку положил или не так помыл. Но это вот так вот в мелочах вот это. Но эти мелочи, они, конечно, очень сильно задевают. Тем более мы уже люди возрастные, и вот такое отношение, и вот эти его слова, которые он сказал: "А что ты для меня сделала в этой жизни? А что я должна еще была сделать? Мы его Вы его выучили. родили. Я говорю, я тебе жизнь подарила, мы тебе дали высшее образование с мужем. А что мы еще должны тебе дать? Что по силам, то и дали". Да, ну, Татьяна Николаевна, Конечно, я довольна результатом всех работой вашего агентства и вашей роли в руководстве, Наталья Владимировна, этим делом, честно говоря. Вам низкий поклон и благодарность. Простите. принесите салфеточку, Да пожалуйста. нет у меня платок. Есть? Ну что вы? Ну так. Ну больно все это. От сына все, конечно. Та- Его все любили, честно говоря. Он такой был хороший, когда был в детстве. Добрый, открытый, хороший Татьяна мальчик. Николаевна, я уверена в том, что его любовь к вам, она есть. Просто, ну, тяжело признаться, переступить через какие-то пороги, простить. И я знаю, что вы его любите, и Оксанка его любит, да и Юля к нему тоже относится. Ну, вот так случается в жизни, когда бытовуха, Простите. она нормально все. Она затирает все. Зачастую мы находимся под влиянием других людей. Я думаю, что и сноха, она сама по себе тоже неплохой человек. Ну, не подстроились. Знаете, как конструктор. Берем 2 детали. Вот она с этой стороны не встала, а с этой встала, да? Ну, так бывает. Так бывает. Нет, есть люди разные. Вы знаете, я, ну, наверное, согласна с вами в этом плане, но есть, которые, ну, как вам сказать, которым хоть делай, хоть не делай, что-то получает от жизни, но им всегда мало. Мало. Вот говорят же, человеку хорошо тому, которым доволен тем, что у него есть на данный момент. И он радуется этому. Но это искусство. Ну, Это а значит, искусство. наверное, не всем дано. Ну, Ну, абсолютно. вот ей, наверное, не дано. Этому человеку мало. Ну, знаете, Ну, с другой стороны, хорошо, что это произошло сейчас, а это не произошло через 10 лет, когда бы у вас уже даже не было бы сил на эмоции. наверное, не дожили бы уже столько лет. Ну, вот, поэтому, ну, если как бы раскладывать, у них своя квартира, у них теперь своя семья. Дай бог, чтобы в семье у Сергея все сложилось, и как это без там, как Конечно, это, без конечно. гвоздя У и него двое детей. Ради бога, пусть детки растут и радуют их. И чтобы у них было все хорошо. Это же хорошо, когда человек семейный, а не болтается, как ну, неизвестно что. безусловно. Я думаю, что здесь просто нашла коса на камень. И, конечно, ко мне часто вот обращаются с вопросом, вот мы решаем такие кейсы семейные, когда самим сложно сделать расстановки. Я всегда, конечно, говорю о том, что никогда не живите жизнью чужих, живите жизнью своих. Вот вы несколько раз в нашем диалоге сказали, вот я ему сделал, я ему сделал, я ему сделала. Я понимаю вас, с одной стороны, но вы делали преступление против самой себя, понимаете? Потому что вы должны были жить своей жизнью. Вот сейчас вы живете уже своей жизнью, в своей квартире, вы делаете так и поступаете так, как вам удобно. Это да. Вот. И это, конечно, большого стоит. Но вы знаете, как будто сейчас вот, живя в этой квартире теперь, хотя мы, ну, вроде районы не поменяли, живем в том же районе, но такое ощущение, что да, началась новая жизнь, как бы новый этап такой. Хотя мы уже 2/3 жизни прошагали, но вот начался новый этап. Но представляете, вот, И уже какой-то с радостью, с таким хорошим настроением ну да, всегда. я И вчера у вас была в гостях на новоселье, так что, заценила вашу квартиру. ну Вот, да. она действительно очень такая уютная, И красивая, квартира-то комфортная. хорошая, прям, наверное, прямо ждала нас, наверное. Да, Знаете, Наталья да. Владимировна, правда. И даже хозяин, который нам продал эту квартиру, такой приятный человек, молодой Артем, такой с пониманием и все. И... Ну, в общем, все хорошо.
Мне когда наш сопровождающий Аля Да, Алевтина, Аля, наша сотрудница. да, которая во всем помогала и поддерживала, и сопровождала везде, во всех наших делах, которые мы, как говорится, делали по этой сделке. Она всех говорила: Татьяна Николаевна, все сложится хорошо, может настать такой момент, что вы получите такое жилье, которое вас только будет радовать. Вы знаете, так и получилось. Так и получилось. Она говорит, только нужно очень хорошо верить в это. Абсолютно точно. Вот верь, с этой верой, вера вам поможет. Я очень надеюсь, что эта история станет поучительной для наших слушателей. Вот. Еще раз повторюсь о том, что мы обязаны жить своей жизнью, а не чужой жизнью. И уважать чужое как бы пространство. И если есть возможность не жить вместе, то как бы к этому надо стремиться. Ну, это да, Вот. Потому что как в хорошие отношения, они всегда на расстоянии. я с вами согласна. Но у кого-то получается все-таки жить вместе. Получается, Но это, наверное, безусловно, не у но это большое всех. искусство. Я думаю, да. Да. Татьяна Николаевна, огромное вам спасибо, что вы нашли время и силы в себе прийти и рассказать всю эту историю, которая произошла в вашей семье. А с вами была Наталья Ракчеева и подкаст «Ракчеева решает». Ждите нового выпуска и подписывайтесь на меня в соцсетях. Всем пока!